Для своего альбома я буду использовать коллекцию от Eco Paper. Называется «Осенний лес». Она очень красивая. Бумага очень плотная, хорошая. Вы можете использовать любую коллекцию. И если вы хотите повторить, можете прям заказать эту коллекцию. Или же, в принципе, даже в Леонардо продается очень много осенних коллекций, тоже содержащих всякие элементы для вырезания, листву, грибочки и так далее. Поэтому, в принципе, коллекция мы не ограничены. Чем эта коллекция мне понравилась? То, что у нее много элементов. Смотрите, на обложке есть дополнительные элементы. Вот эти листы мы откладываем. Вот эти вот декоративные элементы сейчас будем вырезать. Еще, кроме того, на бумаге вот здесь вот снизу есть надписи. Нам они тоже пригодятся. Мы можем их разрезать на сегменты и оставить. Сейчас вырежем карточки и вырежем все элементы. Сейчас я продолжу вырезать все остальное за кадром, чтобы время не занимать. Пока покажу вам еще один шаг вперед. Существуют вот такие подушечки чернильные. Для чего они нужны? Смотрите, когда мы срезали нашу вырезалочку, края ее белые. И в дальнейшем в альбоме будет видно, что да, это вырезанный элемент. Для того, чтобы это скрыть, мы вот берем такой инструментик. Но это фактически как маленькая губочка. Можно просто губочку взять. Набираем чернила. И вот так вот проводим по краям. Он тогда тонируется. Это называется затонировать. Это приобретает более аккуратный вид. Но мы этого делать не будем, так как у нас ничего этого нет. Я просто вам показываю немножечко, к чему можно еще стремиться. А так как у нас начинающий, то просто продолжим вырезать наши элементы. Ну что, я навырезала всех этих элементиков. Навырезала надписи. Эти ягодки пока не вырезала, чтобы не потерялись. У нас есть карточки. Так, сначала начнем с первого разворота.
все равно с какого начать. Например, здесь. Берем наши остатки. Здесь что я хочу сделать? Здесь я хочу сделать карман. Здесь я хочу сделать открывашку. С этой стороны тоже открывашку. И еще один карман. Как делаем карман? Нам нужно будет примерно 8 сантиметров ширины. Давайте вот 15, где-то, 14, давайте по 7 сантиметров разделим, будет 2 кармана. Вот. Берем такую деталь, она должна быть длиннее, чем наш 15,5, где-то на 3 сантиметра. Но здесь больше, поэтому лишнее отрежем. Нам нужно провести линию. Опять-таки, либо на доске, либо спицей, или чем-то жестким. 1,5 сантиметра. Потом 15,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. 17. И вот здесь вот 1,5. Это лишнее мы отрежем. И снизу 1,5 сантиметра. Ну, вот получилось где-то 6 сантиметров. Загибаем. И отрезаем вот этот уголочек. Вот такой у нас будет карман. Проклеиваем вот эти детали. Достаточно приклеилась. То есть что мы имеем? Сюда спокойно все влезает. Так, и нам нужно будет открывашки вот такие делать. Для этого нам нужно отрезать на высоту странички вот эти 2 элемента. Высота странички у нас 15,5, так и отрезаем. Вот. Дальше, чтобы приклеить эти 2 открывающихся элемента, опять-таки нам нужно провести линию беговочную. И так как у нас в любом случае толщина фотографии имеет свою толщину, толщина бумаги имеет свою толщину, поэтому мы еще оставим 0,5 сантиметра на толщину всех
элементов. Поэтому мы отмеряем 1,5 сантиметра примерно. Можно 2-1,5. Это на приклеивание. 0,5 сантиметра. Ширину странички. Здесь расстояние может быть, в принципе, любое, но не меньше, чем наша фотография. Давайте не будем лишнее отрезать, оставим. Уголочки отрезать только на клапане, на серединочке вставляю. Приклеиваю вот сюда. И внутри сделаем еще один карман. Вот уже из нашего оставшегося. Опять делаем 6 сантиметров, как и там. Полтора плюс 15,5. И лишнее отрезаем. Срезаем уголки. Здесь можно тоже сделать кармашек. Посмотрим, что у нас есть из бумаг. Смотрите, да, это может подойти. Он будет немножко поменьше. Вот такой у нас будет первый разворот. Дальше займемся его украшательством. Что наша конструкция немного подсохла,
мы продолжим оформление. Сейчас мы должны задекорировать это все красивой скраб-бумагой. Вот здесь я планирую сделать фотографию. Она у меня сразу займет страничку. Старайтесь еще такое правило. Если вы используете какую-то бумагу на одной стороне, желательно ее где-то использовать и на другой стороне, так чтобы визуально было какое-то цельное ощущение. Я поэтому вот сюда вот эту бумагу буду использовать и вот сюда. То есть это будет видно, соответственно, будет ощущение единого целого. Так как у нас все странички 15,5, то нам надо будет отрезать бумагу 15 сантиметров. То есть мы по чуть-чуть с каждой стороны будем оставлять крафтовую бумагу. Это очень удобно, потому что листы 30 на 30, даже 30,5 на 30,5, поэтому 15 сантиметров нам хватит на 2 листа. Очень экономно будем расходовать. Вот. Смотрите, есть еще такая хитрость, как сэкономить немного бумаги. То есть мы можем не засовывать бумагу до конца. Мы можем лишь засунуть чуть-чуть только видимую часть. И благодаря этому остаточек использовать на какие-то другие вещи. Поэтому мы сначала сейчас сделаем здесь сверху, ну, примерно вот так. Сколько это будет, сейчас измерим. Это примерно вот 11 сантиметров. Ну, давайте 11 ровненько отрежем. Вот. И мы немножечко просовываем в кармашек. Но мы не использовали все 15 сантиметров, использовали только 11. Но визуально как будто бы все целиком закрыто. Так, вот сюда мы будем использовать все 15. Вот этот вот кусочек будем использовать вот сюда. Еще какую-нибудь полосочку чего-нибудь сделаем. Так, здесь у нас расстояние тоже не полное. Наша страничка меньше. Измеряем. Здесь она 12, но нам нужно чуть-чуть меньше, чем 12 сантиметров, чтобы был видно кантик крафтовой бумаги. То есть где-то без 2 миллиметров 12. Все приклеиваем. Есть
бумага с активными принтами. Например, вот этот вот здесь явно листья. Нельзя использовать бумагу с активными принтами рядом. Как бы нужно чередовать ее с спокойной бумагой. То есть если бы мы, например, сюда применили листики, а сюда применили бы грибы, было бы слишком ярко. Поэтому нужно что-то разбавлять более спокойным тоном. Какой-то законченный вид получается, благодаря тому, что принты повторяются. Так, а здесь нам нужно что-нибудь контрастную полосочку провести. Например, вот посмотрим, как будет смотреться черная. Наверное, можно. Отрежем 15. У нас здесь очень удобный формат. Всегда отрезаем по 15. И остаточки применяем для других разворотов. Так, нам нужно здесь полосочку 1 и 2 миллиметра. 1 сантиметр и 2 миллиметра примерно. Маленький удобно резать с этой стороны. То есть вот 1 сантиметр и 2 миллиметра. Тоже что-то красивое получается. Так, здесь мы сделаем книжечку. Я хотела сделать книжечку для фотографии 7,5 на 10. Это берем наш остаток бумаги. Он должен быть не меньше где-то 10,5. Но мы будем использовать весь. Так будет красивее оформлять. Итак, берем и проводим опять линию сгиба. Наша фотография размера 7,5, поэтому нам нужно будет согнуть бумагу на расстоянии 8 сантиметров. Чуть-чуть побольше, чем фотография. Смотрите, когда мы складываем фотографии, она дает определенную толщину. Чтобы книжечка не растопыривалась, рядышком проведем еще одну линию. Буквально на 1, может, 2 миллиметра. Это позволит нам увеличить толщину нашей книжечки. Вот она у нас получилась не совсем плоская. Немножечко между ними есть расстояние. Здесь лишнее срезаем. Дальше можно немножко укоротить, чтобы она немножко поаккуратнее смотрелась. Давайте сделаем ее на 14
Давайте сделаем 12 сантиметров. Эти все полосочки пока сохраняйте, там пригодятся. Вот такая книжечка. Так, внутрь мы приклеиваем фотографию. Здесь будет вторая фотография, но я ее сейчас не буду приклеить, потому что у меня ее пока нет. Мы здесь оставим место для фотографии. Давайте, чтобы я вам понятно было, из обычной бумаги офисной я делаю имитацию. Так, на 7,5. Вот это место для фотографии. Приклеиваем. Так, сюда я хотела приклеить карточку. Наши карточки, которые у нас из коллекции вырезанные, как раз размером с нашу фотографию, то есть 7,5 на 10. Сейчас выберем подходящую, тоже смотрим. Здесь должно быть что-то светлое, чтобы не сливалось, то есть черное на черном как-то слишком, поэтому ищем что-то посветлее. Но и тут нет грибов, поэтому гриб тоже нам не подойдет. Вот, например, неплохая карточка с листочком. Можно теперь задекорировать заднюю сторону и вот здесь вот полосочки. Еще я хотела добавить надпись. Чтобы надпись хорошо смотрелась, полосочки мы сделаем темненького цвета. Ну, давайте вот этот вот использовать. Так, расстояние измеряем. Это 1,5 сантиметра. Да, везде 1,5 подойдет. Отрезаем. И добавим надпись.
Теперь нужно заднюю сторону нашей книжечки оформить. Можно еще здесь сделать место для фотографий, например. 10 на 15 это уже, наверное, не слишком. Давайте сделаем для фотографии 9 на 12. У нас есть такая фотография. Вот. Вот так. Но мы ее сюда не будем применять. Она немножечко не вписывается в гамму. Мы просто оставим опять-таки свободное место. Такой же. Давайте вот из этого кусочка отмерим. Так. Мы сделаем под нее жесткую подложку. Сделали такую. Вот. И я хочу разместить здесь немножко декоративных элементов. Ну, в цвет нашей общей гаммы. То есть, например, вот такой листочек разместим. Вот какой-нибудь такой листочек разместим. Или даже лучше побольше. Чтобы оттенить красную сумку, можем здесь добавить что-то красненького. Например, ягодки. Или вырежем вот такие ягодки.